Здравствуйте, друзья! Казалось бы, простой вопрос, но зачем морякам нужно было перематывать себя пулеметными лентами? Но, как оказалось, однозначного ответа здесь нет. Есть несколько мнений историков, которые сейчас приведу, выбирайте, какой вам понравится. Версий на самом деле было рассмотрено много, и оттолкнувшись от того, что в основном на фото опоясывались пулеметными лентами моряки, получилось следующее. Кстати, если вы знаете правильный ответ на этот вопрос, можете поставить сейчас видео на паузу и написать правильный ответ в комментарии. Ну что, написали? Теперь давайте смотреть дальше. Некая традиция исходит корнями еще со времен Первой мировой войны, именно с флота. Когда выяснилось, что самолеты или дирижабли – это не цирковой аттракцион, а летательный аппарат, способный сбросить с воздуха не только листовки, но и вполне себе осязаемые бомбы или баки с горючей смесью. Естественно, воюющие страны стали уделять внимание ПВО, точнее приспосабливать имеющиеся в их распоряжении системы вооружения к стрельбе по воздушным целям. Основным пулеметом в то время в российской армии был «Максим». Он и прописался на кораблях. А где устанавливались пулеметы для борьбы с аэропланами? Естественно, там, где аэропланы можно было заметить. То есть как можно выше на постах наблюдателей, сигнальщиков и дальнометристов. В гнездах на мачтах, на боевых марш-площадках и тому подобных местах. Это уже ближе ко Второй мировой войне корабли обзавелись ПУАЗО. И зенитки можно было ставить где угодно. Но в начале 20 века пулеметы и орудия устанавливали как можно ближе к наблюдателям, то есть тем, кто мог осуществлять целеуказания. Соответственно, возникала проблема с подачей патронов. Да, на посту зенитных установок можно и нужно было хранить определенный боезапас, но корабль несколько менее пригоден для этого. Тут и качка, которая усиливается по мере подъема над палубой, и агрессивная среда в виде влажного морского воздуха, насыщенного солью. А в целом просто не планировали создавать посты ПВО, но пришлось. На марш-площадке залезали по скоб-трапам, и вполне возможно, что морская традиция опоясывания возникла из этой необходимости доставить боезапас к пулемету в условиях качки. Моряки, особенно русские, были испокон веков на выдумке гораздо в плане облегчения себе жизни. Поэтому и сообразили, карабкаясь по скоб-трапу и таща на себе коробку с лентой или коробку надо держать в зубах или смириться с перспективой скоростного спуска на палубу. Вот и придумывали опоясываться. Не знаю, как вам, уважаемые зрители, мне зашло. Очень все логично. Плюс еще неуемленная тяга матросов к понтам. Как знак некого отличия, дескать, не в трюме отсиживаюсь, а делом в бою занимаюсь. Что, кстати, тоже соответствует действительности. Флот наш Великой Отечественной, скажем откровенно, воевал так, что мог себе позволить отправлять матросов в морскую пехоту. Некоторые корабли оставались с минимумом экипажа в портах, а личный состав уходил воевать на сушу. И здесь снова появляются моряки, перепоясанные пулеметными лентами. Здесь я из множества версий отобрал еще две. Соглашусь с теми, кто высказывал мнение, что ленты на матросах – это своеобразные патронташи. Действительно, винтовка во флотском экипаже не самая важная вещь. Там всем есть чем заняться, помимо несения караульной службы. А в бою на корабле стрелковое оружие вообще без надобности. Пора абордажа уже давным-давно прошла. Вообще, по уставу краснофлотец должен был иметь в снаряжении два двухсекционных патронных подсумка образца 1937 года для патронов 7,62 мм винтовки образца 1891 года. Для краснофлотца, вооруженного самозарядной винтовкой СВТ-40, взамен правой патронной сумки образца 1937 года выдавалась сумка для двух магазинов или унифицированная патронная сумка. Вопрос наличия снят, ибо на фотографиях эти предметы практически не встречаются. Штатный носимый боезапас того времени 120 патронов. У матросов штатное снаряжение соответствовало пехотному, отличаясь только черным цветом кожаных элементов. Это подсумки к мосинке, СВТ, запасные патронные сумки, нагрудные патронташи, поясные патронташи. В начальный период войны были брезентовые эрзацы вместо штатных кожаных. Доставать оттуда патроны удобнее. Заряжение оружия, учитывая, что патроны в обоймах производятся быстрее. Кроме того, патроны менее подвержены загрязнению, а вот у пехоты сухопутной почему-то лент на бойцах нет. Видимо, здесь налицо так называемый флотский шик. С одной стороны очередная нехватка снаряжения, с другой стороны быстро помненная традиция времени Первой мировой гражданской войны. Плюс здесь стоит вспомнить, что флотская форма того времени отличалась от сухопутной именно меньшим количеством карманов. Так что все, что оставалось по принципу «все свое ношу с собой», это обмотаться пулеметной лентой. Тут и 250 патронов при себе, и что немаловажно, вес равномерно распределен по телу. Кстати, тема не новая. Такой способ практиковали многие.
многие. Версия вторая. На вторую версию натолкнули фотографии, которые были сделаны в то время, когда кризис миновал. Но по-прежнему ленты на моряках присутствовали. Причем, как на этой фотографии, ленты на бойцах, которым на патроны точно как боекомплект не пригодится, ибо налицо уже ППШ. Есть ли смысл, кроме флотского шика? Оказалось, есть. Морская пехота – особый род войск. Да, морпехов использовали часто и в оборонительных боях, типа Невского пятачка или обороны Севастополя. Однако дальше пошла череда десантных операций, особенно на Черном море, высадки с кораблей. Стандартный боекомплект к Максиму того времени был 1500 патронов, то есть 10 лент, каждая весом около 6 килограмм. Почему я беру Максим? Потому что СГ-43 пошел намного позже, а пулемет Дегтярева все-таки был ручной пулемет частой поддержки пехоты и уступал Максиму как в темпе стрельбы, так и в дальности. Так что все тот же Максим. Идем дальше. Высадка десанта с кораблей, катеров и мотоботов. Без разницы, суть одна. Под огнем противника надо зачастую сигануть с борта в воду, добраться до берега, там найти укрытие от пули осколков и приступать к выполнению задания. То еще удовольствие. Но мы говорим о вопросах доставки. Здесь для пулеметчика рай, наоборот. Мало того, что надо доставить до берега тело пулемета и станок, так еще и боекомплект. В сухопутных войсках все проще. Согласно главе 12 служба станкового пулемета, руководство для бойца пехоты и управление боевой подготовки российской армии, расчет станкового пулемета «Максим» состоял аж из 4 человек, кроме наблюдателя-дальномерщика и командира отделения, которые работали на все 3 отделения пулеметного взвода. Наводчик ведет огонь из пулемета и выполняет всю работу, связанную с использованием пулемета в бою. Помощник наводчика помогает наводчику и отвечает за то, чтобы при пулемете было достаточное количество патронов и все, что необходимо для ведения огня. Подносчик патронов по указанию начальника пулемета или наводчика подносит патроны, воду, смазку и все необходимые для боевой работы пулемета. Ездовой ведает пулеметной повозкой, тачанкой, перевозит пулеметы, организует снаряжение лент патронами и подноску их к пулемету. В морской пехоте наличие ездового с тачанкой как бы не предусматривалось. Хорошо, 2 подносчика, каждый из которых, кроме винтовки и всего остального, должен был, по идее, переправлять 5 коробок с лентами. И в случае ранения или гибели до момента выхода на сушу спокойно эти патроны утопить. Да, морпехи, может, и были понторезами, но дураки там явно долго не жили. И выход был прост, как 5 копеек. Снова старая добрая обмотка лентами. Для подносчика прыгнуть в воду, имея в каждой руке по коробке с лентой, возможно. Но, тем не менее, физические законы никто не отменял. Да еще и в условиях сырости и влажности короб мог вырваться из рук. Какой бы коробка ни была герметичной, купание ей на благо точно не пойдет. Плюс шальная пуля или осколок, и вот вам 20% боекомплекта к пулемету уже на дне, неизвестно где. Распределение лент по другим бойцам просто увеличило шанс того, что эти ленты точно доберутся до берега на этих самых бойцах. Плюс в случае намокшей, высохшей и покороблившейся брезентовой ленты, патроны можно было выровнять с помощью вот такого приспособления где угодно, на любой поверхности. Так что получается, что с одной стороны и флотский шик, а с другой стороны морская традиция весьма даже полезная с точки зрения боевого применения. А морпехам за их дела можно и не такое, простите, не правда ли? А что вы думаете по этому поводу? Напишите ваше мнение в комментарии, я считаю, что мнение каждого полезно и важно. Также сразу можете поделиться ссылкой на это видео со своими друзьями через мессенджеры, им наверняка это тоже будет интересно.